Всем привет! С вами Эко-Дрифт и я, Лиза Бандитка, и сегодня мы будем обозревать моноколесо. Gotway. Снова Gotway. Мы ждем новинки от Kingsong, от Emotion, но их делает только Gotway. И ладно бы они делали что-то эдакое, что-то интересное, но нет, они штампуют новиночки, но толку от них никакого нет. Ну давайте посмотрим подробнее, вдруг я просто придираюсь. По сути, это такое компактное колесо, которое внешне очень напоминает Лафи, но Gotway TN3 гораздо мощнее вот этого малыша. Но его вес не компенсирует его мощность, он весит 10,7 килограмм, что достаточно такой серьезный вес. У моноколесников есть маленькая мудрость. Лучше катить тяжелое колесо, чем нести на руках легкое. Ну, в этом плане Gotway TN3 абсолютно точно проигрывает. У него, конечно, есть ручка для переноски, но, во-первых, она квадратная, ее не очень удобно держать. Во-вторых, лично мне его даже поднять абсолютно точно неудобно. В-третьих, под ручкой нет кнопки блокировки. Зато у этого моноколеса широкая шина. И что-то она мне напоминает. Шину от гироскутера! Вот так видно лучше. Вообще, Gotway TN3 это первое моноколесо с бескамерной шиной. Она также не направлена, протектор выражен не ярко. Все это говорит нам о том, что на этом моноколесе лучше всего кататься именно по асфальту. Но что будет в случае прокола, мы не знаем. У колеса есть три варианта емкости батареи: 325, 425 и 512 Вт-час. У меня модель на 325 Вт-час. Вообще не шибко емкие батареи, но это связано с тем, что отсек для аккумуляторов у этого колесика маленький. Бабушка, я такой маленький, что никто меня не замечает. Почему-то. Кстати, про этот отсек. Компания Gotway сумела нас приятно удивить, потому что отсек для аккумуляторов расположили достаточно удобно. Он находится между контроллером и колесом. Благодаря этому во время езды по лужам вода в контроллер, скорее всего, не попадет. На самом деле мощность этого колеса достаточно хорошая, но из-за слабых батареек вы вряд ли поставите на нем какие-то рекорды. Но для детей такое колесо может вполне подойти. В комплекте с этим колесом идет вот такое зарядное устройство с напряжением 84 вольта. Дальность хода колеса от 25 до 50 километров. И зависит оно, как обычно, от емкости батареи, веса райдера и стиля его езды. К слову, производитель обещает, что это колесико, эта малышка, выдержит райдера до 120 килограммов. Вот это колесико 120 килограммов. Еще вот это колесико 120 килограммов. Стоит отметить, что Gotway поработал над контроллером этого малыша, сделав ему супер тюнинг. Проще говоря, в этот контроллер встроили два вентилятора. И сейчас я вообще должна объяснить, зачем. Но если честно, я сама не в курсе. Но я точно знаю, что вот такие контроллеры теперь будут во всех новых Gotway. А вы теперь решаете, хорошо это или нет, я не знаю. Этот Gotway развивает скорость до 40 км в час, а на холостом ходу до 56. Дизайн у колеса достаточно необычный. Он выполнен из белого пластика под карбон, дорого-богато. Зато по бокам у него мягкие, удобные подушечки, благодаря которым можно долго кататься на колесе и не чувствовать усталость в ногах, а также не набить себе синяков, если вы начинающий райдер. Педали у MTN3 такие же, как у MCM4, на них и наждачка, и резинка. Но педали расположены довольно широко, как и у Лафи. Но отдадим должное MTN3, подъем педалей колеса повыше, чем на Лафи, а это значит, что можно спокойно поворачивать, не боясь зацепить что-нибудь на поворотах. А теперь минутка косячка от Gotway. Кнопка включения, которая очень неудобно расположена вот здесь. По логике вещей, кнопку хорошо бы расположить где-нибудь на ручке или под ручкой, так, чтобы до нее можно было легко дотянуться большим пальцем. А вот здесь ее переключать абсолютно точно неудобно. Ну и рядышком с ней зато находятся порты USB и подзарядки.
Чуть ниже находится фара. Вот, кстати, что хорошо в Gotway, так это фара, потому что она достаточно яркая. Колесо Gotway M10-3 не имеет музыкальных колонок, но производитель с блеском решает эту проблему с помощью накладок. Все дело в том, что само колесо не имеет достаточной жесткости, а накладки живут отдельной жизнью от колеса. Поэтому, как и у всех Gotway, через 200 километров, скорее всего, весь его корпус начнет сильно люфтить, потому что даже сейчас уже видно, насколько сборка неустойчивая. И как следствие колесо начнет скрипеть. Вот вам и музыка. Это фиаско, братан! У Gotway M10-3 есть светодиодная подсветка, которой, кстати, нет у Лафи. А чтобы вы точно знали, сколько еще можно кататься на колесе, достаточно посмотреть на индикатор заряда батареи, который находится вот здесь. У моноколеса есть фирменное приложение на смартфон для iOS и Android, с помощью которого можно настроить звуковые писки и подъемы колеса. Резюмирую. Сначала о плюсах. Во-первых, это реально компактное колесо. Оно очень удобно при езде, особенно благодаря моим любимым подушечкам. И, конечно, яркая фара. Она ярче, чем даже у кингсонгов. Но минусов все-таки больше. Во-первых, его вес, оно слишком тяжелое. Во-вторых, неудобно расположенная панель управления. Также ручки для перевозки нет. В ручке для переноски нет кнопки блокировки. Колесо достаточно быстро начинает люфтить. И самое главное, если вдруг, не дай бог, конечно, вы проколите колесо, то чтобы его поменять, вам придется разобрать весь его корпус, открутить множество маленьких, страшненьких, тоненьких саморезов, и только тогда вы сможете добраться до шины. На этом у меня все. С вами был Эко Дрифт и я, Лиза Бандитка. Пока-пока.